В интернете появилось видео, где Панцер-4 стоит разбитый на полях Украины, и это в 2023 году, а танк времен Второй мировой войны. И это довольно сюрреалистично. Так что в этом видео я хочу вам рассказать, как так этот танк оказался именно в 2023 году на Украине и на поле боя. И причем здесь Израиль. Итак, поехали. Начали ходить слухи о якобы применении Панцер-4 под Кременной, но нет, это не макет, хотя оригинальный ствола пушки вызывает сомнения. А это вполне себе серийный Панцер-4, а точнее его послевоенная переделка. На самом деле это уже не Панцер-4, а Т-40-75Н, чехословацкая переделка. А вычислить ее удалось по двустворчатому люку, который не сочетается с такой башней. Обратите внимание, чтобы самостоятельно передвигаться, танку заменили гусеницы, и теперь он обут в траке от БМП-1. А кто-то выкупил этот танк с Голланд, Израиля, и дальше он ждал либо перекупщика, либо реставрации, но не дождался. В любом случае, побитый жизнью, но все еще представляющий интерес для коллекционеров, даже чуточку по трансмиссии у него что-то осталось. В общем, это вещь, имеющая историческую и весьма немалую материальную ценность. А эти фото весенние, и сейчас танку уже снесли башню. И отдельный вопрос, что вообще забыл этот танк на территории Украины и какую боевую функцию он должен был выполнять. А в общей сложности чехи переделали 82 танка Панцер-4 в собственную версию, известную как Т-40-75Н. Из этого числа 45 танков уехало в Сирию, и воевали они там с 67 года по 73. Некоторые до сих пор стоят там, а у машин очень характерный обвес, чисто чешский, и касается это креплений на башне. Этот танк стоит с 2020 года возле главного храма Вооруженных сил Российской Федерации, и у него сохранился регистрационный номер, который схож с таковым у танка у Кременной. Панцер-4 из Кубинки изображает, естественно, немца. Он приехал из Сирии и должен был отправиться на сирийскую экспозицию, но теперь он изображает истинного немца Панцер-4, а для местных шоу на машине иногда жгут покрышки. А по поводу танка, возле которого засветились псковские десантники, ходят интересные слухи, что его уже якобы продали, и такой танк всплыл в США и так далее. И, естественно, никто ничего не продавал, а слухи эти появились исключительно по причине появления в продаже такого танка в США. А сам украинский танк все еще находится на своем месте. Объединяют эти два танка то, что оба являются Т-40-75Н чехословацкой модернизации Панцер-4. В 1955 году 45 танков уехало в Сирию, а в 1967 году часть оказалась захвачена Цахалом. Часть в битом виде стоит в Голландах, их оттуда потихоньку дергают. И конкретно этот танк несет в себе все признаки Т-40-75Н. Долгое время он стоял в Латруне в местном танковом музее, а затем американцы обменяли его на Стюарт. Так он уехал в США, и он изображает там истинный немецкий танк. Последним владельцем танка является танковый музей в Денвилле, штат Вирджиния. Вот они и решили зачем-то танк продавать. А в США распродажа музеев является вполне частым явлением. Потом танки появляются по всему миру. И не только танки. Несколько машин на моторах войны прибыли из Музея Победы Орбана из США. Тогда музей разорился, и часть техники пошла по миру. Этот танк воевал с первых дней войны, начиная с 1 сентября 1939 года, а закончил 9 мая 1945 года. И этот танк является прямым противником танка Т-34. По своим характеристикам они довольно схожи. У них похожая маневренность, также вооружение и бронирование. И при этом они обладают высокой универсальностью. Например, на базе танка Панцер-4 было создано довольно много разных боевых машин, в том числе и вот этот маленький Штук-4. И четверка тоже говорит об их родстве. И любопытно, что современные немецкие бренды, которые у всех на слуху, участвовали в разработке этого танка. Такие, например, как Siemens. Они участвовали в разработке радиосвязи, а фирма Maybach установила в этот танк свой двигатель. А фирма Bosch полностью разработала его электрооборудование. И хоть Панцер-4 не столь известен, как Тигр и Пантера, но этот танк обладал довольно высокой опасностью для Красной армии. И технику врага надо знать в лицо. Немецкие танки находились на вооружении чехословацкой армии до 1954 года, пока на замену к ним не пришли танки Т-34-85. Но чехи не спешили переплавлять наследство бывших оккупантов. И весной 1955 года республику посетила военная делегация из Сирии, и был заключен контракт на поставку бронетехники и стрелкового оружия, причем преимущественно немецкого, и в том числе 45 единиц Панцер-4. Несмотря на моральное и физическое устаревание танков, чехи запросили по 4500 фунтов стерлингов, а это около 150 тысяч долларов сегодня за них.
и в эту стоимость входило и обслуживание, и обеспечение боеприпасами, и также запчастями. И уже в ноябре того же года танки были в Сирии. К тому моменту Арабская Республика уже имела на вооружении некоторое количество «Панцер-4», купленных во Франции, и в разных источниках указывается разное их число, от 5 до 40 машин. И в отличие от чешских, их состояние было изначально более удручающим. И более того, некоторые танки были некомплектными. И по этой причине в 1985 году сирийцы выписали из Чехословакии еще 15 танков и 16 отремонтированных моторов «Майбах». Неизвестное количество чешских машин оснащались еще и турелью для зенитного пулемета ДШК, устанавливаемого у командной башенки. И всего с учетом танков-доноров сирийские танкисты получили 60 «Панцер-4», из которых едва половина была полностью в комплектном и рабочем состоянии. И отдельно стоит остановиться на испанских «Панцер-4» в сирийских арсеналах. Эти машины были заказаны испанцами в 1943 году, и танки уровня модификации Х до конца войны сохранились в оригинальной комплектации и даже не успели поучаствовать в бою. А в 1965 году они были переданы сирийцам. Эти 20 машин были лучшими в числе сирийских четверок. О сирийских модернизациях «Панцер-4» больше израильских сведений, чем непосредственно сирийских. Некоторые танки были оснащены стандартным курсовым пулеметом МГ-4, а другие же получили советский аналог, и, скорее всего, это ДТ или ДТМ. Но большинство машин не имело пулемета в лобовой плите вовсе, а шаровая установка или пустовала, или заваривалась сталью. Сирийские танки окрашивались в бежевый или темно-зеленый цвет, а на башню наносилось имя бойца, павшего в бывших войнах. А накануне войны к нему добавился и красный треугольник для распознавания свой-чужой. Подразделения, оснащенные немецкой техникой, базировались на голландских высотах, а сюда война пришла 10 июня 1967 года, и всего в обороне этого направления было задействовано 201 единица бронетехники. А к тому моменту сирийское вооружение представляло собой смесь из советских и немецких машин Второй мировой войны. Это обозначало некоторое отставание от матчасти израильских танкистов, которые обладали современными танками и глубоко модернизированными «Шерманами» с новым орудием и оптикой. Впрочем, это было не единственной причиной грядущего поражения. Шестидневная война стала последним случаем применения немецких танков времен Второй мировой войны. 4 машины израильтяне захватили в качестве трофеев, и вскоре они заняли свое место в музеях. Еще 2 машины использовались для оценки эффективности израильских боеприпасов, и в то же время ни одна четверка не смогла подбить израильский танк. А в составе сирийской армии после этого конфликта осталось еще не более 2 десятков «Панцер-4» в очень удручающем состоянии. И несмотря на то, что недостатки немецких танков стали причиной сирийских поражений, стало понятно, что в сражениях Холодной войны нет места устаревшим машинам. И к 1973 году армия Сирии была реорганизована с помощью советских специалистов и получила современное вооружение. А к тому моменту необходимость содержать четверки отпала, и остатки танков утилизировали. И вот так завершился боевой путь немецкого танка, стартовавший аж в 1937 году. И кто тогда знал, что ветерану даже удастся принять участие в боевых действиях в 2023 году на Украине? Снова.